Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Skoda Octavia A5. Да, опять у нас Skoda Octavia. Вот такая вот у нас в исполнении машинка. Дорестайлинговая версия. Какая у нас проблема? Когда мы включаем наш автомобиль, то я завожу автомобиль, и у нас все стрелки лежат на нуле. Я нажимаю на газ, и ничего у нас не происходит. Так что проблема у нас с приборной панелью. Будем разбираться. Посчитаем ошибки. Также нужно проверить наши предохранители. Сейчас мы и займемся. Ну, мое подозрение, в любом случае, ребята, если вы смотрите данный видеоролик, мое подозрение, что проблема в приборке, от нагрева отходят контакты, и данная приборка не работает. Ее нужно пропаивать. Ну, в любой приборке есть болячка, это микротрещины. Все знают автоэлектрики про это. Машина постоянно в колебаниях, из-за этого у нас могут, как говорится, отваливаться компоненты, трещины происходить. Так что будем разбирать, скорее всего, приборку и смотреть. Ну, перед этим в любом случае надо проверить предохранители. Как говорится, будем идти от простого к сложному. Также, друзья, смотрите всегда распиновку предохранителей, потому что если кому-нибудь делаете, человек может достать предохранитель и случайно его потерять. Не знаю, куда-то вставить не туда. Таких случаев очень много. Так, здесь у нас предохранители целые. Будем лезть в приборку. Попробуем стереть их. Это, конечно, смешно. Ну вот, остались у нас, которые вот активные ошибки. Ограничение функции из-за пониженного напряжения ниже нижнего порога предела регулирования. Напряжение питания ниже нижнего порога регулирования постоянного значения. В общем, не хватает какого-то питания. Так, разбираем. Проворачиваем нашу ручку. Нажимаем и проворачиваем. И на себя. Здесь у нас стопор, который держит контакты. Нажимаем и вот втягиваем. Сломали варвары какие-то. Так. Пластик этот надо подцепить. Накладку тут декоративную. Даже можно руками. Подцепили и вытянули. Так же самое. И эту накладку подцепили, вытянули. Так, руль опускаем вниз. Самое нижнее положение. Перегородку отсюда вытаскиваем. На себя. Вот так. Потом берем наши звездочки. Торкс Т-20. Вкручиваем два нижних винта. Открутили мы здесь два самореза. И теперь останется нам вытащить приборку. Берем две карточки. Здесь такие замки.
пожалуйста, все. Карточки рулят. И вытаскиваем нашу приборку. Не забываем клемму с аккумулятора скинуть, потому что в приборке у нас зашит иммобилайзер, чтобы ничего не слетело. На всякий случай. У нас здесь такой шлейф стоит. Будем его вытягивать. Смотрите, не поцарапать, чтобы стекло аккуратненько. Проворачиваем его и вытягиваем. Все, приборка снята. Что, идем его разбирать? Берем торкс 110 и откручиваем наши саморезы. Так, дальше берем наши карточки. И вставляем наши замки. Вот так мы вставляем в замки полностью. И будем сейчас ее разъединять. Лопаткой берем так, подковыриваем, и все. Она выходит. Наша приборка. Так, электрическую часть, чтобы нам снять. Здесь два рычажка. Их отгибаем одновременно и вытягиваем нашу приборку. Ну что, ребята, момент истины. Опа. И приборка наша ожила. Ура! Мы победили данную проблему. Что было? В итоге я пропаял просто, я вам фотографию скину. Два компонента этих пропаял. В интернете было обсуждение насчет этих компонентов, я пропаял, но ничего не дало. Я просто взял и пропаял полностью, прогрел данную плату, и вот, ребята, дало результат. Где-то было трещина в пайке, как я еще раз и говорю. Так что, если у вас данная проблема, ну, просто хорошо прогрейте плату. Вот и все. Всю пайку прогрейте. Я желаю, чтобы у вас был хороший результат, как и у меня. Ну, спасибо, друзья, что смотрите. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Буду еще снимать очень много таких полезных роликов. Всем пока.